Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я поделюсь с вами своими впечатлениями от использования полнокадрового объектива Sony 50 мм f1.8. Вообще полтинников в системе Sony E уже накопилось достаточно большое количество, я бы даже сказал, прямо огромное количество за почти 10 лет существования этой беззеркальной системы. Есть у них чисто кропнутый, еще, по-моему, в эпоху Nexus вышедший 50 мм f1.8 OSS. Он со стабом, но при этом он полный кадр не покрывает. Зато это, по-моему, единственный полтинник для кропов, у которого есть стаб вообще в принципе. Есть также специфический 50 мм f2.8 макро. Существует в системе также и мой любимый полтинник 55 мм f1.8 Sony Zeiss. Просто замечательный полтос по схеме Занар сделанный. У него просто невероятно красивая картинка. На самой открытой дырке все просто супер выглядит. И, что характерно, бокешка очень красивая. Я небольшой ценитель размытия заднего плана, но вот у него оно прям реально красивое, а не просто замыленная в сопли какая-то срань. Есть еще довольно-таки дорогой 50 мм f1.4 ZA. Также не так давно был выпущен и божественный как по качеству картинки, так и по цене своей 50 мм f1.2 G-Master. Но вот это все, это или просто дорогая оптика, или просто чудовищно дорогая оптика. Существуют и относительно дешевые стекла от сторонних производителей. Благо Sony с ними не борется, а скорее наоборот поощряет их, и это привносит довольно серьезное разнообразие, и могу это только приветствовать. Навскидку сразу же вспоминается Samyang 50 мм f1.4, который уже с автофокусом, и уже, по-моему, даже вторая версия вышла, если не ошибаюсь. Также Sigma 50 мм f1.4 Art вышел под Соньку. И, кстати, у Sigma есть еще очень интересный околополтинник 45 мм f2.8. Он такой малюсенький совсем, но при этом сделан очень качественно. У него и влагозащита есть, насколько я помню, и корпус металлический. В общем, как вы поняли, байонет Sony E богат на самые разные полтинники всех мастей и на любой вкус и кошелек. Но по-настоящему дешевого полтинника, типа какого-нибудь обычного стандартного планара, как есть в системах у Canon, Nikon, у Pentax зеркалок, например, здесь просто не было. Ну и вот в 2016 году появился наш сегодняшний герой, так называемый самый простой дешевый полтинник в системе. Но при этом он, хочу обратить внимание, стоит в 2-3 раза дороже, чем любой полтинник из любой другой системы. Ну и сейчас с вами попробуем разобраться, стоит ли он своих денег и что он за эти деньги, в общем-то, предлагает пользователю. Ну, для начала посмотрим, как обычно, на него поближе. Объективчик очень маленький, очень легенький. Он сделан из пластмассы. Достаточно, похоже, тоненькой и дешевой. Такая пластмасса, она похожа на ту, что использовалась в дешевом самом ките у Sony 2870, на который я тут и обзор выпускал, и сравнивал его с цейсовским объективом 2470. Байонетное крепление металлическое, что хорошо, конечно же. Здесь влагозащиты, правда, нет, но это самый простой полтинник, какой есть в системе, так что ни о какой влагозащите речи быть и не могло. Меня опять смущает вот это вот огромное пустое пространство внутри. Потому как это, скорее всего, обычный планар, который просто переделали под беззеркальную систему с небольшими изменениями. Им нужно было все-таки вот эту часть, чтобы рабочий отрезок восполнить. Ну вот, к примеру, типичный планар от Canon сапожный. То есть он, в принципе, как раз какой-то осмысленный набор стекол имеет вот только в этой части. Тут вот как раз не достает вот этого пустого места, которое восполнило бы рабочий отрезок для беззеркалочки. Стекло явно было рассчитано под зеркальную какую-то систему до этого. Здесь просто за основу взяли такую оптическую схему и достроили. У объектива минимальная дистанция фокусировки
0,45 метра, то есть 45 сантиметров. Диаметр светофильтра 49 миллиметров. Причем сюда можно также бленду накрутить, довольно крупную. Я не стал ее брать, потому что здесь, в принципе, стекло довольно сильно утоплено. Так же, как у того же Canon, если мы посмотрим, полтинника, у него тоже там стекло внутри утоплено. То есть, в принципе, боковая засветка, я не думаю, что сильно как-то скажется, только если контровая. Ну, посмотрим, в общем, как он себя будет вести, это уже в картинках. Когда объектив установлен на камеру, он при фокусировке довольно сильно жужжит, прямо слышно, потому что моторчик здесь, похоже, используется очень какой-то примитивный тоже и дешевый, примерно уровня Canon 92 года, который я только что до этого вот показывал. И хоботок также туда-сюда и лозит. Хорошо, что хоботок, хотя бы вот этот тубус, он не крутится вокруг своей оси, то есть, в принципе, полярик, например, какой-нибудь или что-то подобное можно использовать. Но вот видео какое-нибудь, особенно если ты с близкого расстояния что-то снимаешь, как я вот сейчас, например, снимаю, если бы я на него это снимал, на этот объектив, то здесь, скорее всего, было бы тупо его жужжание слышно при перефокусировке, и это было бы печально. Схема у полтинника Sony немножко посложнее, чем у других самых таких дешевых вариаций на тему от других производителей. Тут у них добавлен один асферический элемент. Вообще сложно сказать, как это повлияло на конечный результат, собственно, на саму картинку. Я чисто по приколу даже решил сравнить самый убогонький, древнейший, еще из пленочной эры полтинник Canon 1992 года выпуска. Это 50 мм f1.8 второй версии. Собственно, с этим вот объективом от Sony я его сравнивал. 2016 года выпуска. То есть такой прям суперсовременный, можно сказать. Прям серьезного какого-то сравнения я, конечно, не устраивал, там уж детально не исследовал, но несколько кадров сделал в одинаковых условиях, с одинаковыми всеми настройками и посмотрел, как они себя в них поведут. И большой разницы, честно говоря, я не увидел. Вот для примера простая лесная тропинка на f2.8. В середине оба этих объектива, в общем-то, очень резкие, разве что у Canon углы помягче, а Sony накинула мадженты, собственно, на саму тропу, там, где этой мадженты не было. Но это уж особенность их баланса белого, а не оптики конкретно. На втором снимке я взглянул на резкость в центре кадра, на открытой дырке, то есть до f1.8, и на размытие по краям. Разницы по факту нет вообще никакой. У обоих размытие так себе визуально непривлекательное, центр при этом довольно резкий. И опять Sony накинула мадженты, где ею и не пахло. Еще раз отмечу, разница на вторичке в цене у этих объективов вообще пятикратная. Хотя по картинке абсолютно никакой. Вообще размытие у объектива не поражающее воображение, какой-либо мягкостью контуров или растушевкой тут ничего подобного нет, оно такое грубое и рваное. К тому же, как видите, о макровозможностях каких-то тоже речи нет. Здесь все-таки минимальная дистанция фокусировки 45 сантиметров. Ну, впрочем, это, в общем-то, характерно для всех подобных полтинников. То есть он на этом фоне никак не выделяется. Ну, то есть он точно не для макро, но что-то более-менее близко, симпатично снять можно при желании. Фокусировка у объектива, помимо того, что она громкая и сопровождается страшным жужжанием, она еще и очень медленная и к тому же ведет себя очень странно. Например, если осуществлять одиночную фокусировку по одной точке, то объектив начинает почему-то бешено гонять линзы взад-вперед и пытаться сфокусироваться таким образом. У меня складывается такое ощущение, что он при таком типе фокусировки переключается в исключительно контрастный метод, с которым, в общем-то, как мы помним, у Sony всегда были серьезные проблемы. И, фокусируется он прям очень плохо с таким способом. Но вот если переключиться в следящий фокус и при этом включить фокусировку по группе точек или по большой какой-то зоне, то тогда объектив перестает гонять туда-сюда линзы и начинает вполне уверенно по контрастно-фазовому методу фокусироваться. Тут я не понимаю, почему так происходит. Возможно, где-то какой-то конфликт на программном уровне между тушкой и объективом. Может быть, проблема в прошивке, хотя вроде на нем у меня последняя стоит. Но даже тут проявляется другой совершенно прикол. Например, камера у тебя, казалось бы, сфокусировалась куда тебе нужно, у тебя выделился объект, допустим, там глаз или лицо зеленым квадратиком. Все, камера
регистрирует то, что у тебя произошло попадание фокуса, но убогий моторчик, который встроен в этот объектив, он просто не успел еще пригнать туда линзы, и по факту у тебя, на самом деле, когда ты щелкаешь на спуск, происходит, собственно, промах. Я по приколу поснимал на это стекло на одном показе, где модели двигались там по-разному, слева направо, там вперед-назад, и примерно 7 из 10 кадров это были промахи. Промахи чисто из-за объектива, потому что в системе фокусировки Sony A7 III у меня претензий быть не может, потому что на других объективах я такого с ней не наблюдал. Я, конечно же, снимал на самые разные стекла, разного уровня и ценовых категорий, но вот настолько часто ни с одним объективом камера себя не вела как-нибудь странно и не допускала такого большого количества промахов. Ну, бывало, там, может, один там из 10 или 2 кадра могло где-то промахнуться, где там какой-то резкий рывок произошел, но вот чтобы вот такого я не видал еще. А вот я решил дырку чуть прикрыть, потому как модель была близко, и, ну, чтобы побольше попало в резкость. Таким образом, я увидел, что на диафрагме f2.5 кружки от точечных источников света уже превратились в гайки. В общем, вывод такой, что это стекло абсолютно не годится для съемки хоть как-то маломальски движущихся объектов, каких-то динамичных сцен, каких-то, может быть, ивентов, типа там свадьбу точно на него не поснимаешь нормально, потому что у тебя просто будут сплошные промахи. Стрит-фотография тут тем более отпадает, разве что, не знаю, что-то такое спонтанное можно, конечно, снять, но это точно не движущихся людей, и потому что, во-первых, 50 мм достаточно узкая фокусная для того, чтобы от бедра снимать, ну, а во-вторых, потому что автофокус с этим объективом ведет себя очень непредсказуемо как-то. Старые планары также, я, насколько помню, не очень любили контровой свет, серьезно теряли контраст при такой засветке. А как же ведет себя соневское стекло? Могу сказать, что здесь как-то обстоят дела чуть получше, видимо, все-таки какое-то просветление есть. При боковой засветке небольшая потеря контраста, конечно, наблюдается. В кадре, который, как видите, я представил, тут даже солнца в кадре нет, оно просто сбоку светило, и немножечко контраст потерялся. Но это не критично, если что, в комплекте с этим объективом бленда идет, ее можно просто накрутить, я использовал без бленда для чистоты эксперимента. Ну, а теперь посмотрим на резкость на разных показателях диафрагмы, с отключенными внутрикамерными исправлениями, естественно. На f1.8 самый центр не так уж и плох, но всюду хроматические аберрации, даже не только по краям кадра, но и в центре тоже они есть. На f2.8 уже все очень чисто в середине становится, резкость ощутимо улучшается, но все еще не идеальная, прям уж скажем. На f5.6 уже просто супер картинка резкая и чистая по всему полю кадра. Каких-либо искажений, дисторсий или виньеток не наблюдается. На f8 с резкостью так все хорошо, что на кирпичной кладке с краю от кадра у меня аж пошел муар. В общем, к резкости картинки у меня претензий вообще нет никаких, да и хроматических аберраций здесь не так уж много, они наблюдаются в каких-то больших количествах только на максимально открытой дырке. Ну и для чего же, на мой взгляд, подойдет этот убогенький полтинник? Наверное, не очень большой спектр у него применений, ну разве что тебе очень нравится фокусное 50 мм и хочешь использовать его как такое каждодневное недорогое стекло, то, наверное, да, можно это делать для каких-то не серьезных каких-то задач. Например, можно совершенно спокойно снимать какие-то пейзажи на него или там городские зарисовки на дырке, прикрытой до f5.6. Можно также делать, конечно, и какие-то простенькие портреты с любимым приемом быдла, вот этой вот примитивной бакешечкой. Здесь она довольно несимпатичная, она просто обычная. Фон размыт на максимально открытой дырке, чего еще может требоваться, собственно, душе человека. Я вот, например, с удовольствием всяких котиков поснимал, благо у Sony A7 III есть фокусировка по глазам животных, что очень удобно. Здесь, конечно, в бакешке можно увидеть такой задорный циановый фриджинг, ну, ничего, и так сойдет. Но для чего-то серьезного или для какой-то работы я бы этот объектив ни в коем случае не могу посоветовать. Это по факту просто мусор. К тому же не то чтобы очень дешевый. Будь его стоимость хотя бы раза в 2 меньше, к нему было бы
также меньше и гораздо претензий, но все-таки стоит он довольно прилично. И я бы его не рекомендовал покупать вообще ни в коем случае, потому что это прям настоящий хлам. Например, если у тебя кроп, и ты хотел бы использовать светосильный полтинник как портретник, то в данном случае я бы рекомендовал лучше за те же деньги купить себе 51.8, собственно, ОСС, про который я уже говорил. Он гораздо будет лучше и шустрее фокусироваться, и по картинке будет, возможно, даже покруче, чем этот. Хотя можно совсем немножко денег добавить и купить себе уже просто охрененный, очень крутой 56 мм f1.4 от Sigma Contemporary. Если же ты счастливый обладатель полнокадровой Соньки, то тут я бы порекомендовал все-таки не тратить деньги на вот это говнище, а подкопить немножечко, может быть, продать какую-то другую ненужную оптику, как-то отложить деньги и так далее. Но взять на вторичке хотя бы очень классный объектив 55 мм f1.8, который вот этот сейсовский сонар, он прям реально на 10 голов выше этого объектива, при этом он не намного там сильно уж дороже, в 2 раза, ладно, он дороже, но при этом он прям многократно круче. Или на худой конец можно и Samyang, опять же, на вторичке где-нибудь поискать 50 мм f1.4. Там, конечно, 1.4 не абсолютно рабочая, но если прикрыться, то там вообще все хорошо. Я надеюсь, мой ролик окажется для вас полезен. Надеюсь, что смог отговорить вас от покупки одного из самых убогих объективов, которые я когда-либо тестировал. И чтобы новые видео не пропустить, обязательно подпишитесь и поставьте лайк, если вас не затруднит. Также делитесь в комментариях своими мнениями на этот счет. И до новых встреч. Пока.